Легкий и прочный дизайн, поддержка русского языка, HD-экран, хорошая автономность, а также защита от влаги и пыли, круглосуточное измерение сердечного ритма и кислорода в крови, 13 спортивных режимов, подсчет шагов и калорий, моментальное уведомление и возможность управления музыкой. Сейчас все о них расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Разыгрывается на моем канале 30 января Apple Watch 7 серии зеленые. Смотрим описание, каким образом участвовать. Помимо этого, 5 Mi Band 6 серии разыгрываются ежемесячно. То есть и 30 декабря все это дело будет, и 30 января, и дальше. Потом в феврале, конечно, не 30 будет, но все-таки. Вот это вот дело мракобесное, которое у меня здесь сейчас лежит, всех цветов а-ля Xiaomi, но... Скажем честно, это просто-напросто Йопин. Никаких условий, помимо того, что я написал, что мне нужно 3 штуки на розыгрыш. Давайте все-таки 2 комплекта. Один выиграет такие, один такие. Единственное, 2 пары мне придется вскрытые разыгрывать. Условия будут в описании, но там все стандартно будет. В конце ролика я о них опять же расскажу. Это все дело максимальный лоу-кост. Это из разряда того, что вы хотите купить себе Mi Band, но вам нужно внешне, чтобы это было как часы, и чтобы можно было говорить, что это Xiaomi, а так как это все-таки Йопин, а Йопин это Xiaomi-шная платформа, по большому счету можно и приобрести. Это дело должно выглядеть в идеале чуть-чуть лучше, чем выглядел раньше китайский дешман. Все-таки а-ля какое-то имя да есть. Что мы видим? Для девочек у нас золотистый цвет корпуса в идеале должен быть. Да, он и есть. К слову, я даже очки сниму, потому что мне кажется, что выглядит это неплохо. И это выглядит неплохо. Рамки здесь просто космос. Вы сейчас увидите их, если... Нет, не активируется он так, наверное, от зарядки. А активировался. Скорее всего, тусклый экран, но у нас есть документация, у нас есть английский язык в документации, плюс карме. Олень сразу, надеюсь, это они не про меня. И вот такая вот магнитная зарядка, которая не магнитная, а контактная. Все как у всех китайцев. С тыльной стороны выглядит тоже прилично. Чуть-чуть дешмана, можно же, правильно, на канале. Дальше смотрим, что они смогли сделать с второй версии. Если они ничем не отличаются, то, скорее всего, я буду рассказывать только про эти часы. А про вот эти вы уже сами догадаетесь, что, в принципе, то же самое. Потому что одна модель называется Smartwatch L11, вторая модель называется Smartwatch W12. Кстати, были у меня на канале уже обзор таких часов. И здесь есть QR-код. Снимаем пленочку. Наверное, здесь не меньшие рамки, не меньшие. Кнопку активации проверяем. Здесь люфта нет, ничего сразу не отвалилось. И самое странное, все это дело не пахнет почему-то китайским клеем, как обычно. Они делают прогресс, они купили нормальный клей. Ремешок чуть лучше, чем ужасный. Вес 57 граммов одни часы, 36 граммов другие часы. Вы же понимаете, что я скажу. Лучше купить Mi Band 6. Лучше не смотреть на такие штуки обзора. Но в целом, сказать, что это выглядит ужасно, я не скажу. Рамки огромные. Стандартный китайский дешман. О нем вы скоро узнаете, если захотите выиграть 3 штуки, чтобы потом подарить кому-то, может быть, 2 мужчинам, 2 девушкам. В России это дело по-любому стоит дорого, а в Китае дешево. Смотрим. Корпус имеется только в единственном цветовом решении, а вот цвет ремешка можно выбрать один из 4 предоставленных. И это черный, зеленый, синий и красный. Тыльная часть изготовлена из пластика, а рамка из металла и стали. Габариты самих часов равны 45 мм в диаметре и 11 мм в ширину вместе с датчиками. На мужской руке смотрится хорошо и не громоздко, ремешок быстросъемный, что удобно, и не самый топорный. Крепление стандартное 22 мм. На корпусе расположены контакты для зарядки, датчики измерения пульса и SPO2. 2 функциональные кнопки. Верхняя кнопка выполняет функционал кнопки питания и функции назад. Нижняя кнопка открывает меню тренировок. Пульс часы измеряют как перманентно, так и в ручном режиме. SPO2, наш любимый кислород, тоже не оставили в сторонке и сделали автоизмерение с минимальным интервалом. Вот бы все часы такие делали, да, топовые хотя бы. С передней части нас встречает TFT-экран с размером в 1,32 дюйма с разрешением 360 на 630 пикселей. Картинка достаточно насыщенная, и за счет этого яркости в солнечную погоду кажется, что хватает. Хотя хотелось бы больше. Автояркости нет, что плохо, и регулировка яркости на борту 4-ступенчатая. Под разными углами картинка незначительно тускнеет, хотя в разные оттенки не бросает. Перелистывание экрана довольно плавное, но неприятный момент с переводом на русский язык. Если английский интерфейс выглядит кучно и прилично, то русский очень нерастянутый и неказисто. Спящий режим выставить можно
тревожно максимум после 15 секунд. Функции всегда активного экрана, в моем понимании это Always On Display, к сожалению, нет. Вспоминаем Amazfit Bee, правда? По свайпам слева направо с главного экрана небольшое меню, в котором имеется активность, текущее состояние активности, пульс, кислород в крови, погода, сон, музыка, сообщения, основные настройки и вкладка «Далее», в которой расположились поиск телефона, секундомер и таймер. Далее по свайпу справа налево расположены виджеты «Активировать», «Пульс», СПО2, «Погода», «Сон», «Музыка» и переназначить виджеты для собственного удобства на данный момент, к сожалению, нельзя. Свайп сверху вниз — быстрая панель настроек, в которой имеется дата и время, день недели, регулировка яркости, переход к основным настройкам, функция поиска подключенного устройства, активация режима без звука, значок «Активно» ли сопряжение и последнее — заряд аккумулятора в процентах. По свайпу снизу вверх находится уведомление, Bluetooth на борту версии 5.0, к Wi-Fi данные часы не подключаются, в основных настройках очень небольшой набор настроек, в которых входит выключение, сброс, настройка яркости, смена циферблата, QR-код для подключения к приложению и информация. Уведомления о звонках появляются одновременно вместе с телефоном. С часов можно только сбрасывать входящие звонки, разговаривать и набирать нельзя. СМС-уведомления приходят также моментально, иконки мессенджеров отображаются, а вот смайлики и фото нет. Телеграмма в разрешенных мессенджерах нет, хотя прежде он там был. И, как пишут пользователи, это произошло после последних обновлений, так что не всегда обновления в данных часах — это хорошо. Сообщения большого объема полностью не отображаются. После нажатия на СМС, для того, чтобы открыть его в полном объеме, высвечивается последняя доступная буква и троеточие. Вибромоторчик здесь средний и не настраиваемый. NFC и GPS не завезли. Наушники подключить возможности нет. Переключение музыки, проигрываемые на телефоне, работает отлично, но регулировка громкости запястья недоступна. Спортивных режимов 13 и связанных с водой помимо гребли никаких нет. Хотя, как я уже сказал, у часов имеется защита от влаги. Емкость аккумулятора составляет 330 мАч. Полный цикл зарядки занимает 2 часа 18 минут от родной базы. Если говорить об автономности, то при включенных круглосуточных измерениях пульса и кислорода в крови и регулярных тренировках часы держатся 7-8 дней, что неплохо. В сутки в среднем с одной тренировкой уходит 10%. Уровень водонепроницаемости IP68. После погружения в воду и некоторого времени нахождения там с ними все хорошо, что неудивительно. Ничего категоричного не случилось, и в целом вода в корпус, разумеется, не попала. Летим дальше. Фото можно делать только через камеру в приложении, не по кнопке, как указано, а поместив часы в специальный круг на экране. Пульс и кислород в крови измеряют практически точно, и у иных предметов пульс не нащупывают, что хорошо. Никакого пульса у колбасы нет. Шаги измеряют с погрешностью в 100-300 метров. Чем больше шагов находите, тем точнее будут показатели. Сон считают неплохо, и есть подсчет глубокого и поверхностного сна. Свое фото на заставку поставить можно, циферблатов тут немного, но постепенно они добавляются. Приложение Glory Fit доступно как на Android, так и на iOS-системах. Быстро установить его можно по QR-коду на коробке. В основном я их тестировал в паре с OnePlus 9 Pro. Часы не отваливались без причины и связь не теряли. Но по QR-коду с часов подключения к приложению у меня не вышло, только вручную. В самом приложении хороший перевод, настроек немного, а именно есть информация о состоянии заряда батареи, мониторинг пульса, настройка кислорода в крови, оповещение о звонке, смс-уведомления, уведомления от других приложений, отдых, будильник, который активировать можно исключительно через приложение, включение экрана поднятием руки, активация поворотом запястья, как вы поняли, режим не беспокоить и общие настройки. Ниже идет обновление прошивки, и мне она еще не прилетала. Также помимо вкладки с настройками устройства есть еще 3 вкладки. Домашняя страница с отчетами об активности и отчетами о здоровье. Следующая вкладка «Спорт», в которой можно посмотреть карту тренировок, но строят часы ее используют GPS с телефона, так как GPS в часах нет, и это фейл. И последняя вкладка «Личный кабинет», в котором вы можете ввести личные данные, менструальный цикл и настроить доступ и разрешение для приложений. Минусы: нет GPS, нет Wi-Fi, нельзя подкинуть наушники, не отображаются смайлики и фотографии, не установить никакие программы, разумеется, большие тексты сообщений не прочитать, отсутствует возможность включения-выключения будильника на самих часах, кривой шрифт кириллицы на данный момент. И иногда прошивками все это дело, к сожалению, не допиливают. Теперь немного поговорим о женских часах KissLect L11. И опять же это ее пин, и опять же это попытка Xiaomi сделать что-то супер дешевое. В габаритах они чуть меньше, чем W12, экран на 1,9 дюйма, типа TFT LCD с разрешением 240 на 240 пикселей. Закрыт он стеклом 2,5D. Рамки вокруг экрана так же, как у W12, огромные, примерно в 5 мм. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, указано, что никогда не выцветает, но на мой взгляд это дело времени. Как и у всего, ничего не вечно под луной. Bluetooth версии 5.0, емкость батареи составляет 180 мАч, с другой стороны, в принципе, этого достаточно для такого размера. Полный цикл зарядки занимает 3 часа 15 минут, также подключаются к приложению, как и W12. Внутри часов меню практически идентичное, только для женщин добавлена функция отслеживания периодов овуляции.
дисплее, безопасных периодов и менструальных. Ощущаете, да, как много полезного, поэтому, может быть, кому-то и стоит свои любимые это дело подарить. По функционалу внутри приложения тоже ничем не отличаются, уведомления приходят моментально, значки приложения отображаются, а вот смайлики и фото нет. Защита от пыли и влаги IP68, после моих тестов с водой с ними все так же хорошо. Минусы в данном случае аналогичны W12, только плюс в копилку к минусам в этом случае качество экрана и его цветопередача. Цена W12 около $50, L11 около $40 по ссылке в описании к видео. Опять же, если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале, по ссылке в прикрепленном комментарии, также в описании. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. В целом, не забываем, кстати, что можно выиграть одни из этих 3 часов, и условия довольно просты. Подписаться на этот канал, на лайв-канал, поставить лайк этому ролику и в комментарии указать имя своего телеграмма, как вы там записаны, после того, как вы подпишетесь на мой телеграм-канал скидок. И все, и вы автоматически в розыгрыше выиграют 3 часов мужских, а второй человек выиграет 3 женских часов. 2 не распакованных. Вы уже видели распаковки, в принципе, мне не жалко. Рандомно 30 января разыграю. Резюмирую, как я уже говорил, данное устройство зайдет на подарок ребенку или человеку, который хочет попробовать носимые устройства на руке, кроме Mi Band, так как ожидать от них чего-то сверхъестественного будет не совсем уместно. Для своей цены часы неплохие. Видал я и хуже. Йопиновская платформа у Xiaomi движется по мне в правильном направлении. Такие лоукосты нужны, тем более с всякими промокодами их вообще реально чуть ли не в 2 раза дешевле приобрести, но это нужно постараться. А я уверен, что мои подписчики стараться умеют, особенно те, кто правильно телеграм-канал использует с промокодами и купонами иногда. Девайсом, особенно учитывая, что я их разыгрываю, однозначно да. Пишем в комментариях, что еще купить для обзора. Я еще купил, кстати, 3 самсунговских телефона. Так что приходим, смотрим, улыбаемся, особенно фанаты. И пишем, что я не прав. И за эти деньги не стоит покупать что-то круче, потому что Samsung рулит. Девайсом да, добра и удачи вам, дорогие друзья.